Приветствую вас на канале Твой Психолог. В этом видеоролике мы поговорим о том, как же научиться концентрировать свое внимание. Кем бы ты ни был, в каком месте бы ты ни находился и чем бы ты ни занимался, всегда будут задачи, которые будут нуждаться в четкой концентрации внимания для качественного их выполнения. Но все мы не идеальны, и каждый рассеян по-своему. Порой нас отвлекают мысли, проблемы, другие дела. Вы и сами это понимаете прекрасно. Так вот, ни для кого не секрет, чтобы четко отдаться одному определенному делу и сделать так, чтобы никакие мысли и прочее не отвлекало от него, как это бывает зачастую, нужно максимально сконцентрироваться на этом деле. Какие в этом преимущества? Во-первых, дело будет сделано качественно, во-вторых, максимально быстро. Но все не так просто. Порой наша концентрация заканчивается уже через 3 минуты, и мы начинаем витать в облаках. Согласитесь, с каждым такое случалось. Концентрацию внимания нужно тренировать. Она банально требует такой же тренировки, как и наша память, мышцы и так далее. Хочу также отметить, что эта тренировка не займет у вас более 5 минут в день. И прежде чем мы начнем, дам вам небольшой совет. Для максимально эффективной тренировки и концентрации вашего внимания не забудьте принять удобную позу. Пробудите в себе интерес и полностью отдайтесь выполнению. Итак, 4 крутейших способа тренировки концентрации внимания. Первый способ. Возьмите какой-нибудь неинтересный предмет, например, карандаш, и сконцентрируйте на нем все свое внимание в течение 5 минут. Пристально смотрите на него, думайте о нем, поворачивайте его, исследуйте его, думайте об его употреблении, его качествах, о материале, из которого он изготовлен, о процессе его производства и так далее. Не думайте ни о чем другом, кроме карандаша. Вообразите себе, что изучение этого карандаша составляет для вас задачу жизни. Представьте себе, что во всем мире нет ничего, кроме вас и этого карандаша. Не позволяйте своему вниманию отвлекаться. Из этого упражнения вы увидите, что ваше внимание представляет из себя очень лукавое создание. Вы не должны допускать, чтобы оно вполне владевало вами. Когда вы окончательно овладеете вниманием и вполне подчините его себе, то вы тем самым одержите большую победу в развитии концентрации внимания. Это упражнение может изменяться до бесконечности, однако при этом всегда следует выбирать какой-нибудь неинтересный и обыкновенный предмет, о котором мало чего можно сказать. Ваша задача – расширить список наводящих вопросов об этом предмете в момент тренировки. Таким способом вам будет что думать о том или ином неинтересном предмете. Второй способ, вторая тренировка, заключается вот в чем. Положите перед собой часы, имеющие секундную стрелку. На несколько мгновений расслабьтесь, сконцентрируйте свое внимание, и когда будете готовы, начинайте следить за движением секундной стрелки. В течение 2 минут фокусируйте все ваши мысли на движении секундной стрелки, как будто бы в мире не существует ничего другого. Если вы рассеяли внимание, задумались о чем-то другом или просто отключились, остановитесь, сконцентрируйтесь вновь и начинайте снова. Постарайтесь сохранять подобную сосредоточенность в течение 2 минут. Если 2 минут окажется много или вам будет тяжело, начинайте с минуты. Но самое главное – это увеличивать счет. Третий способ, третья тренировка, так скажем, когда вы будете в следующий раз мыть посуду, попробуйте экономить ваше внимание, разделяя процесс на отдельные циклы. Когда вы возьмете ложку, чтобы помыть ее, мысленно произнесите «старт». Помойте ложку с такой степенью сосредоточенности, с какой выполняли бы операцию на мозге. Помыв, положите ложку в сушилку и мысленно произнесите «стоп». Затем возьмите следующий предмет посуды и повторите процесс. Преимущество этой тренировки в том, что она вообще не требует от вас отдельного времени. Вы просто будете мыть посуду, как и всегда, только теперь с небольшой пользой для концентрации вашего внимания. Ну и последняя, 4-я тренировка, 4-й способ, он наверняка покажется вам самым легким, но он очень эффективный. Есть такой знаменитый фотограф Крис Сасаки. Он рассказал о том приеме, который он сам использует и который он, собственно, сам выработал. Всякий раз, когда он ловит себя на мысли, что витает в облаках, то есть погружен в состояние, заключающееся в бессмысленном созерцании, ему следует четко произнести в своей голове «внимание». Потом он должен оглянуться вокруг и осознать, где он находится и что делает. Крис считает, что это упражнение весьма способствует внутренней собранности, и я с ним полностью согласна. Говори себе «внимание» всякий раз, когда отвлекаешься. В принципе, использовать можно любой способ тренировки из вышеупомянутых, или же чередовать их. Результат не заставит себя долго ждать.
Также делитесь в комментариях способами развития концентрации, которыми владеете вы. Наверняка эта информация будет полезна как для всех желающих развить свою концентрацию, так и для меня. Дорогой друг, я благодарю тебя за просмотр данного видеоролика. Надеюсь, вся вышеизложенная информация была полезна для тебя. Ставь большой палец вверх, обязательно подписывайся на канал, впереди тебя ждет еще масса всего интересного. Всем пока!